Привет, мои дорогие! Сегодня воскресенье, конец рабочей недели. Вернее, конец недели текущей. Ну, правильно, в огороде же она вся рабочая. Нас заливало буквально на этой неделе дождем. Мы ничего в огороде не делали. Ну так, я теплицу чистила, удобряла, там подрезала, подвязывала. Там. Ну, короче говоря, за теплицей я занималась на этой неделе, а в огороде ничего не делала. Собственно говоря, в чем вы можете убедиться. Вот, заросло буквально все. Просто что-то нереальное. Не знаю, как я теперь буду из этой ситуации выходить. Вот. Но травы столько, что просто нереально. Я перед тем, как начались дожди, помните, показывала вам, как я чищу тыкву. То есть там, в связи с тем, что здоровье слабенькое, да, я первый день часть почистила там вон вдоль забора, второй день вот этот ряд почистила. И вот у меня вот здесь, вот видите, осталось все. Теперь она заросла так, что я даже ее не найду. Даже не знаю, как ее теперь чистить, потому как, вырывая крупный сорняк, вырываешь все с корнем это. Все вянет. В следующую неделю обещают адскую жару. У нас в Сибири в этом году вообще что-то ужасное происходит. Из крайности в крайность. То жара адская неделю, то дождь неделю, делать ничего невозможно. Поэтому мы вот так вот в этом году. Вот, помните, целый газон я садила. Вот так он выглядит, представляете? Вот, дожди тоже шли, ничего не сделала я. За вот эти дожди вот понаросло. И газон вылез, ну, естественно, красноножка наросла без ума. Вот, надо подсеивать. Для этих вещей Саша мне сделал вот такую, вот такой вот аппарат он мне соорудил. Вот, теперь я буду что? Теперь я буду, не наклоняясь, вот это все грабить, убирать. Наклоняться не надо с моей больной спиной. Вот, буду убирать. Ну и, разумеется, подсеивать газон. Потом уже, когда по максимуму у меня его будет газона, так-то она, видите, трава забивает, красноножки нет. Вот, по максимуму будет здесь все. Я уже подстригу, и уже Юлька мне прополит то, что останется. Ну, вот такая вот. Конечно, была бы спина здоровая, я бы вот это все проползала и убралась так вот сама. Ну, вот только так буду сегодня этим заниматься. Это вот все результат дождей, что вот так вот все позаросло. Ну, вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, ребят, выздоровела. Выздоровели мои кабачки. Дважды, получается, я их обработала. Вот, стоят, кабачки снимаю, и слава богу, тьфу-тьфу-тьфу. Капуста позаросла у меня, посмотрите, ужас какой. Капуста позаросла вся, вообще не видно, где капуста, где сорняки. Все благодаря дождям. Вообще жесть невероятная. В этом году очень много этих, как их, аномальных плодов с какими-то вообще непонятными. Ну, посмотрите, видно вам, что это? Ну, понятно, что здесь никакой капусты не будет. Что это за уродство? Вот так. То ли с семенами ребят что-то экспериментируют, делают. Вот тенденция из года в год. Все больше и больше получаются какие-то генетические уроды на грядке. Ну вот вроде моя пекинская это вся прижилась. Ну как вся? То, что выжила, вот 5 штучек, видите? Вроде бы в порядке. Сейчас я осталось только начать закручиваться. Уж больно у меня Юлька ее любит. Вот такие дожди, что даже на грядке с морковкой и то появились сорняки. А междурядье, вы посмотрите. Боже мой. Вот. Я же подсеивала морковку. Вот эта вот большая. Это то, что у меня с ленты всего повылезло. Пришлось подсеивать. Вот она повылезла, подсеянная. Пусть она еще повылезет теперь. Ее нужно будет прополоть. Какая она растет, господи. Все равно я заготавливаю на зиму ее в тертом виде. Поэтому, ладно. Трет ее комбайн. Поэтому, думаю, военного ничего. Значит, сегодня у нас по плану вот эта грядка клубники. Тут усы надо убрать.
Надо убрать сорняки, подсыпать, наверное, этого придется. Это грядка. Вот. Вот то же самое второй грядки касается. Вот эту грядку сделаем. Хотела вам показать еще кое-что, что просто поражает мое воображение. Вот эта штука, вот эта, была сделана года 3 назад. Ее мы делали, так и храним ее из года в год. Ее мы делали под эти, ой, скажите мне под что? Под горох, под зеленый. Вот. И горох все время вот доверху вот так вот вырастал, подходишь и собираешь. Вы видите горох в этом году? Где горох? Представляете? Юлька ходит, сдирает его, чисто на покушать. Вот. А гороха-то нет. Мы его пололи. Это тоже вот он зарос в результате дождей. Мы его пололи. Он был в порядке. Это вот к вопросу генетических уродов. Видите, что? Вот весь горох. Представляете? Вот такой он урод. Здесь очень хорошая земля тоже. Кошмар вообще, да, друзья? Вот такие дела у нас происходят. Здесь вот надо тоже траву убрать. Здесь у меня экспериментальный 5 кустов картофеля. Почему экспериментальный, потом расскажу. Но даже не цветет. Вега вон цветет, а этот не цветет. Здесь вот досаживала фасоль и досаживала кабачки. Смотрите, что случилось после дождя. Мама дорогая называется. Вот, вега, да, вега цветет. От фитофторы я обработала. Еще надо раз обработать. Сейчас вот с завтрашнего дня жара начнется. Еще раз надо пройти, обработать. Кое-какие листочки все равно пожелтели в некоторых местах. А самое главное, чтобы она не съела картошку. Тогда картошка будет хорошая. А так, вот смотрите, как один единственный кустик как разросся. Вот, ну что у нас? Вот что у нас происходит в теплице. Вот, здесь у нас вот такой же базилик нарос в горшке. Тоже, вот помните, я вам говорила, что проэкспериментирую. Ращу всегда на грядках. И он на грядках вот такой максимально вырастает. Все. И вам сказала, да, что оставлю в теплице несколько штук. И посмотрю, какого размера в теплице базилик вырастет. Так как это очень крупный на самом деле. Как он? Приправа, так ее назовем. Такие вот, говорят, вырастают. Ну вот какие у меня они выросли. Скоро цвести начнут. Поэтому будем убирать уже. Убирать и заготавливать. На самом деле, если у меня со всей грядки вот такие, я заготавливаю, а тут 3-4 штуки таких вырастил, и столько же. У меня никто не ест, только я. Я обожаю, я до такой степени люблю базилик. А с мясом, вообще считаю, это несравненный приправа. Ну, такие перцы, смотрите, у нас. Красота, да? Тоже какие-то уроды. Черри чернеет. Именно чернеет, это не гритосы. Я сейчас скажу, как называется, если увижу без очков. Шоколадный десерт. Вот как он называется. Но у меня вперемешку микс. Черри. Так себе помидоры. Так себе. И увлажняю, и подкармливаю. Видите? Так себе, ребят. Красота. Юля вчера уже съела огурчик. Первый, да, в этом году еще только. Вот плохо, у меня же они тоже болели. Снизу вон там все желтые, все были плохие. И вот уже несколько раз я их кормила тоже желтеет. Вот, кормила, лечила, ну вот. Ну вот сейчас мы уже оставляем в 3 этих. Вот смотрите, как я делаю. 1, 2, 3. Все, дальше я, видите, не даю ему. Видите, отрубила. Вот еще раз. 1, 2, 3. Все, здесь отрубила его уже. Дальше он не пойдет. Вот эти вот верхние у меня, я им разрешу уже 4 будет. Вот и так по одной, и чтобы они у меня вот так вот шли. Очень хороший урожай, они, видите, они доверху уже. Это я сейчас вот так вот нитку натяну, и они аркой вот такой вот будут. И все. И вон там, вон верхушку уже уберу. И пусть он здесь растет. Вот это еще. Вот у него тоже, слава богу, все наладилось. Тоже были не очень хорошие желтые огурчики вот здесь снизу были. Вот это вот нам, конечно, ни в какую не надо.
Вот. А это вот малыши пришло при то, что я подсаживала, потому что погибали на этих местах. Вообще теперь лишний получается. Вот это подвяжу уже теперь. Вот. Но эти будут старые, эти будут молодые. На самом деле, кто любит огурцы, мы их не очень. Вот. Даже садя в таком количестве, мы их умудряемся отдавать родственникам потом. Тот, кто любит огурцы, вот это идеальный способ, вот такой вариант. То есть вот эти большие, ранние станут старыми, невкусными огурцами, переростками, а эти еще только начнут давать урожай. Таким образом, пока погода стоит до конца сентября, будете питаться вкусными свежими огурцами. Ну, при правильном поливе, содержании, конечно. Вот. Ну вот. Так себе теплицы с помидорами. Помидоры мы любим, вот что мы любим, и нам они вечно. Только в самом начале, мы здесь, когда еще только все заводили, хозяйство свое, вот они на улице сидят себе, помидоры, благополучно. И здесь их будет больше, чем в теплице, здесь они будут здоровее, здесь я за ними не ухаживаю, ничего не делаю, они вон позаварились, я их подвяжу дальше, то есть я здесь не посынкую ничего. И вечно нарастает на улице помидоры большие, крупные, такие крепкие. Вот, ну, правда, они там не краснеют. Ну, вот так что вот такие у нас с вами сегодня, ребята, дела. Мы с вами сделаем то, что сможем. К сожалению, мало у меня физического здоровья. Раньше у меня такой идеальный, знаете, огород мечты был. Несмотря на то, что я работала сутками, я умудрялась все обрабатывать. У меня вот смотришь на огород, ни одной травинки, ни между рядов, ни на грядках, нигде. Настолько я вот прямо упахивалась. А если сама не успевала, то нанимала. Тут у нас соседка была, царство ей небесное. Я ее нанимала, она приходила и чистила мне траву. Представляете, как я болезненно всегда к траве относилась. Я и сейчас также к этому отношусь. Вот, болезненно. Но стараюсь себя успокаивать. Я не могу. Физически не могу. Поэтому как есть. Что вырастет, то вырастет. Нам хватит на самом деле. Да. Да что. Ну, ушли тут. Собака, поздоровайся с людьми. Скажи привет, зрители. Со зрителями поздоровайся. Не закрыл у себя дверь, по-моему. Багай, ну куда ты? Болгай.
Болгай, ты в лес не ходи. Там бабайки. Пошло. Юля предусмотрительно сняла уже, естественно, все ягоды. И оставила мне только вот такую заботу. Обрезать усы. И удалить сорняки. В результате, ребят, у меня получилось где-то, ну, может быть, литра 1,5-2 ягод в 2 грядок. Это вот с учетом того, что, во-первых, вся клубника почти вся этого года. Во-вторых, там мне бабка на базаре сказала, что у нее очень крупная. Нифига она не была крупная. Вот. Получилось мало. Ну вот остается надеяться на следующий год. Хотелось бы, чтобы и покушать, и немножко на зиму заморозить. А в этом году получается не сделала даже вареников, что делала каждый год для Юли последние несколько лет. Вот только она полопала и все. Ну вот, одна готова. Примерно так же будет вторая. Вот есть вот эти вот уроды. Вот такие листки. То ли чем-то болели, не знаю. Короче, лучше их убрать. Все равно я в августе убираю все листья. Все вообще. И в зиму она у меня опять все с листвой уходит уже. Со свежей. Ну вот, каждый год это было безошибочно. В этом году все позамерзло. Почему не оставляю ростки и не размножаю? Каждый год это делала. Почему не делаю? Делаю, но это вся клубника этого года. То есть высаженная в прошлом году осенью. Вот, поэтому пусть она с Богом хотя бы ягоды подает. Ладно, так и быть уже. Я на следующий год уже начну забирать у нее эти. Но опять же не у этой грядки, а вон той. Здесь 8 кустов я у бабки покупала, которые мне вообще не нравятся. Они мелкие. А та грядка полностью моя, вторая. Там очень крупная ягода.
Вот, и размножать оттуда буду. Но опять же, в следующем году. Вот, а на эту грядку разорюсь, наверное. Куплю. Слушайте, ну как-то же еще семенами выращивают. Буду пробовать семенами выращивать. Ну что ж она такая дорогущая-то? Ну, в общем, посмотрим, ребят, не будем загадывать. Пока вот так. Землю. Так, ну что, я убрала вторую грядку. Сейчас я ее накрою еще от птичек. На той грядке уже нет ничего, на этой еще есть зеленая ягода. Все чистенько. Надеюсь, до августа достоит. В августе уже буду обрезать все. Ну вот, чистенько. Юляшка вон мне помогает. Полит дорожки. Дорожки эти раньше были заложены тряпками. Потом на эти тряпки нанесло это земли. На этой земле выросла опять трава. Короче, мучилась и решила избавиться от тряпок. Вообще на следующий год мечтаю переделать все грядки. Все это старье надо разбирать. Землю здесь всю пахать, новые грядки ставить качественные. Из хорошей доски. Это мы тогда что-то вообще денег не было. Хотелось все быстрее. Из того, что было, слепили из старых досок каких-то. Это, по-моему, даже старая вагонка от чего-то у нас была. Да, точно. И вот слепили. Они все разъезжаются. Это уже, по большому счету, надо все разбирать, пахать, удобрять и делать новые грядки. Но это я мечтаю прямо на следующий год. Прям сделать. И знаете, я мечтаю, конечно, о высоких грядках. Потому что все хана моей спине. Девки мои тоже вырастают, и ничего им не надо. Ну, а я уж деревенская растала, то я уж и останусь теперь деревенской и помру уже теперь, наверное. Так, ну что, грохочет опять, представляете, обещали, что дождя уже больше сегодня не будет. Что-то все почернело, опять грохочет. Ну, слышите, грохочет. Ну, сейчас посмотрю, как погода, отдохну маленько, да. Хочу же здесь засеять, надо же засеять. А? Так, а ты его придави, траву, и вон туда и сходи, высыпи. Ну вот, видишь. Ужас, ужас. Красноножка такая гадость вообще. Самое главное, ладно бы она была маленькая, она же высокая по пояс вырастает. Это красноножка. Страшная вырастает, такая огромная, фу. Мерзкая. Ну вот половину сделала, вот эту часть. Не могу, запыхалась, устала, что-то сил нет никаких, правда, вот сегодня. То ли из-за погоды, ни руки, ни ноги не работают. Смотрите, что творится. О, вообще жесть. Ну к чему это? Ну зачем это? Ну надоело же уже, а. Вот прямо надоело, сил нет никаких, честно. Вот сколько можно уже? Я даже не купалась еще в этом году. Вода стояла ледяная до конца июня. А в июле все. Начались дожди. Да я помню, в детстве мы прям в детстве купались под дождем. Такой кайф. Я люблю купаться под дождем. Это прикольно, это здорово, это так по-детски. Блин, ну такие молнии сверкают. У нас позавчера, что ли, сверкнет, свет отрубится, представляете? Где оно так ударяло, кошмар. Ну и купаться как в такую погоду. Посмотри, что делается. И солнце светит, да? И все черным-черно, прям черным-черно. Там вообще черным-черно. А так, а ветер у нас что получается? А ветер у нас получается западный, юго-западный идет. Ну, может, и прогонит. У нас там север получается. Там запад, там юг, там восток. Вот. Получается, что ветер в ту сторону, может быть, и пройдет. Хотя фиг. О, с нежностью понесло, где-то совсем близко идет. Ну, пошлите домой. Что мы будем стоять под дождем, что ли? Утятки мои. Утятки мои. Все сожрали уже, представляешь? Растут? Растут, ага. Ты сюда надо? Здесь очень сильная дырка. Ну, мы подложим что-нибудь. Доску какую-то положим. Давай, просто середину.
Да? О, ванила будешь. Там у тебя нормально? Здесь нет, здесь дыра. Закрой. Прям вообще конкретно. Сюда. Здесь сюда три. Вон кирпич. Где? Где? Ну вон за клумбочкой. Около роз. Так, ну что, я тут вам ванночку нашла. Будете купаться? Купайтесь, я вам ванночку, видишь, нашла? Идите купайтесь. Идите. Идите. Так, ну что, сейчас покормим наших утят. Тут у нас опять забыла яйца с утра сварить. Только рано я вышла. Ну ладно, вечером, да. Значит, тут у нас кукуруза молотая. И этот тон, скажите мне. Ой, господи, все забыла, как это называется. Вспомню, скажу. Ну и вот наши кабачки, видите, уже какие наросли. Купила вчера специально для птиц. У меня уже была такая, 2 или 3 года она была. Ну все, потом сломалась. Вот. Очень удобная штука. Тереть овощи очень удобно. Нет, та терка я вспомнила. Та другая терка у меня была крупнее, вспомнила я, да. Это слишком мелкая тоже. Ну как слишком. Но не такая, как нужна. Та у меня была такого же образца, только отверстие вот это вот, оно как бы вот такое широкое было. А знаете, такими крупными прям лоскутами терла. Так. Сейчас пойдем покормим наших утят, котят, как я их зову, котятки. Покормим наших курочек. Ну вот, да.
полотенце было. Ой. Котятки мои, котятки мои, кричат, слышите? Котятки столпились. Ой, не могу, умора над этими котятками. Котятки мои, котятки мои. А ты это что там, котенок? Ты же не котенок. Что ты воешь-то там, а? Что ты подвываешь? Ты же не котенок. Котятки мои. Смотрите, столпились. Стоят, ждут. Ой, не могу, умора. Котятки мои, котятки. Котятки мои. Котяточки мои. Ой. Эти мои хорошие. Ну что, друзья, настало время сказать, у некоторых из вас были вопросы, да?